Привет, друзья! В сегодняшнем видео мы с вами сделаем простейшую площадку под бассейн. Сделаем все это своими руками, все будет доступно и каждый может повторить при необходимости. Но все начиналось с того, что я пару лет назад сделал перераспределение земель и добавил себе немножечко участок. Но в этом же году я перенес забор, распахал участок, так как за забором было необработанное поле и его необходимо теперь выравнивать. Выравнивал все ручным трудом при помощи граблей, ну а лишнюю землю я вывозил на тачке на другое место участка, где необходимо также было подсыпать. Ну а вы, наверное, задаетесь вопросом, почему лишняя земля? Я вам отвечаю сразу. У меня очень большой уклон участка, перепады слишком большие, я подгоняю к основному участку, чтобы плавный был переход. Само выравнивание участка очень простое. Использовал грабли, вместо правила использовал деревянную рейку, начинал выравнивание от забора и подгонял к существующему участку. Ну а дальше, когда территория была подготовлена, делаю разметку под будущую площадку. Чтобы было ровно, отстреливал все от забора, так как забор ранее установленный был по шнурке и в соответствии расположения участка. Площадка же будет сделана размером 5 на 3 в соответствии моего бассейна и размера плитного материала, который я буду использовать в проекте. После того, как разметка была завершена и забиты все колышки, натягиваю шнурку по периметру. Далее, не теряя время, начинаю высаживать газон, чтобы к завершению нашего проекта газон уже был зеленым. Насыпаю газон по периметру и по всему периметру выровненного участка. Газон использую самый простой, универсальный. И чтобы в дальнейшем глаз радовался газону, насыпаю газон максимально плотно. Количество семян лучше не жалеть. И далее семена закрываю просеянным грунтом. Это чисто моя технология, так может и не нужно делать. Но как показывает практика, семена так всходят гораздо лучше. Если не ошибаюсь, то даже в инструкции написано, что семена необходимо равномерно распределить по участку, затем заделать их граблями и немного утрамбовать. Но я делал по-своему и заранее скажу, что результатом я очень доволен. И теперь в течение 7 дней газон необходимо хорошо поливать. Тем временем на улице немножко потемнело и мне очень удобно работать с лазерным уровнем. И по уровню выравниваю заранее подготовленную шнурку. И как можете видеть, я ранее говорил, что участок с большим перепадом. Доходит аж до 10 сантиметров. Копать котлованы большие я не буду, а просто выровню нашу будущую площадку. Равнять площадку буду по тому же принципу, что и участок. С более высокого места землю снимаю и в более низкое насыпаю. Дело это не хитрое и ориентируюсь я теперь по шнурке. Также использую грабли и деревянная провилка. И таким способом площадка у нас получается более ровная. Но у нас были сильные дожди и спустя 10 дней травка уже зеленая. Между дождями за кадром я уплотнил землю виброплитой. Но когда дожди кончились, я решил еще раз пройти виброплитой. Земля очень плотная и очень насыщена влагой. Трамбовщиком работать практически невозможно. Но я все равно прошелся один разочек. И далее решил подровнять, убрать ямки при помощи песка. На все про все у меня ушло 4 тачки песка. Конечно, если бы это было капитальное строение, то методы строительства были бы немножко другие. Так, например, я бы снял плодородный грунт, постелил геотекстиль, а сверху бы уже отсыпал песком. Далее бы утрамбовал и доуплотнил при помощи щебня. Сейчас же я использую минимальное количество песка. Он служит только для того, чтобы выровнять нашу площадку. На самом деле я даже не хотел использовать песок, но у меня он был в наличии, и я решил его использовать. В общем, на выходе у меня получилась ровненькая площадка, дважды утрамбованная, то есть сначала земля, а потом песок. И тем временем я себе уже приобрел плитный материал для нашей площадки. Это пеноплекс фундамент 50 мм толщиной. Пеноплекс послужит основанием для бассейна. Почему же я выбрал именно пеноплекс фундамент? Так тут все очень просто. Один из важных критериев у него нулевое водопоглощение. Высокая прочность на сжатие, материал долговечен и устойчив к воздействию окружающей среды. Срок службы материала составляет более 50 лет. Работать с ним очень просто, а самое главное быстро. Имеется L-кромка, либо в простонародье паз-гребень, и укладывается все внахлёст, не имеет мостиков холода, а значит не будет уходить лишнее тепло. В моем случае вода в бассейне не будет так быстро остывать и не будет уходить тепло в землю. Но я тем временем разложил 2 ряда материала и решил сместить второй ряд на пол листа. Так будет правильнее. При помощи рулетки сделал разметку и при помощи канцелярского ножа разрезал напополам. Получившуюся половинку устанавливаю во второй ряд, тем самым сместил швы. Вторая же половинка идет на завершение первого ряда. У меня это не капитальное строительство, и поэтому я не использую клей-пену. Вместо этого все швы проклеиваю армированным скотчем. И на выходе получаем энергоэффективную теплую площадку, которая послужит ровным и теплым основанием для бассейна. Это моя не первая работа с пеноплексом. В прошлом году я делал также купель. В прошлом году я делал купель из бетонных колец, где основанием также послужил пеноплекс, поверх которого были установлены бетонные кольца диаметром 1,5 метра. И по кругу также было утеплено пеноплексом. И я хочу сказать вам, что это сделано было не зря. Купель у меня круглогодичная и топится зимой. Вода нагревается до 42 градусов. И благодаря пеноплексу вода остывает за ночь всего лишь на 5 градусов, что говорит об отличной энергоэффективности. И этой купелью мы очень довольны. Ссылки на материалы и на изготовление купели оставлю в описании под видео. Ну а мы возвращаемся к нашей площадке. В магазине прикупил тент размером 3 на 5 плотностью 240 микрон, который необходимо разместить по периметру площадки. Хорошо, что делал безветренную погоду и тент у меня никуда не улетел. После того, как я его расстелил, его решено было закрепить. Для этого из жесткой проволоки диаметром 6 мм изготовил 4 крюка,
которые в свою очередь через кольца закрепил в землю. Когда было все закреплено, я уже на финишной прямой. Необходимо собрать сам бассейн. Сборка каркасного бассейна без инструкции — это еще то удовольствие. Почему-то производитель бассейнов не удосужился даже положить инструкцию. Есть только маленькая схемка, что вот эти стропы должны лежать вот так. Положили бы небольшую схемку, как все делается, это было бы гораздо проще, чем делать все по наитию. Причем на всех трубах есть маркировка А, Б, С, Д. Я собирал таким образом, чтобы на каждой из концов труб были отверстия. Трубы устанавливаю в каркас, но не забывая в промежутках устанавливать крепление для ножек. Так поступаю с 4 сторон. Длинные стороны стоят из 4 труб, если не ошибаюсь, по 3 трубы с маркировкой А и 1 труба Б. Просто по-другому не получится собрать, и мы не закрепимся на углах, так как в углах сделаны по 2 отверстия под пластиковый штоп. Далее устанавливаем ноги, но не забываем продеть в кольцо стропы. Я так понимаю, эти стропы предназначены, чтобы держать между собой две ноги. Как оказалось, не такая сложная эта сборка бассейна. Нужно просто немножко времени. На сборку мне ушло примерно 15-20 минут. В комплекте с бассейна был фильтр-насос, но я считаю, что для такого бассейна объемом 5,6 кубов этого очень мало. Так как производительность этого насоса 1249 литров в час. Этого очень мало. Кстати, друзья, может быть, посоветуйте, какой насос с фильтром поставить для этого бассейна. Либо взять песчаный, либо что-то еще. Напишите в комментариях, пожалуйста. Но я тем временем начал наливать бассейн. Решено было набрать немножко воды, чтобы он у меня не улетел. Решил дооформить наш бассейн и в магазине прикупил искусственный газон, который распустил на полосы шириной 700 мм, подсунул подножки и края засунул немножко под бассейн. Так визуально будет смотреться, что бассейн полностью стоит на искусственном газоне. Так как покупать цельный кусок будет нецелесообразно, это очень дорого. Так поступил со всех сторон, и на выходе мы получаем красивую картинку. За кадром на двухсторонний скотч между собой соединил стыки газона. И на выходе получаем вот такую красоту. Теперь можно наливать полностью бассейн, греть воду и купаться. Главное, чтобы позволила погода. Хотелось бы сказать, что все это сделано за один день, но по факту сделано за короткий промежуток времени. Просто не позволяла погода, да и искал, где купить подешевле бассейн. В итоге нашел в одном из строительных магазинов. Там было по прошлогодней цене за 13 тысяч. А новая цена уже везде от 18, так что нужно искать. Ну а я тем временем начал уже косить газон. Его уже давно необходимо было подстричь, но опять же не позволяла погода. Первая стрижка газона после посадки проводится, когда трава достигает высотой 7-10 см. Но у меня она выросла уже сантиметров 15. При первой стрижке рекомендую срезать не более 2 см травы, чтобы стимулировать кущение. Но мне же пришлось срезать на максимальной высоте газонокосилки, примерно наполовину. Еще один важный момент, чтобы лезвия газонокосилки были острыми, чтобы избежать повреждения корней. Но я тем временем буду выкашивать полностью газон. Теперь неизвестно, когда получится в следующий раз покосить, обещают не очень хорошую погоду. Друзья, но в этом ролике мы с вами сделали очень много работы, выровняли землю, посеяли газон, который в течение ролика вырос, который мы теперь уже и покосили, сделали отличное основание под бассейн, так что поработали с вами на славу. А я в свою очередь хочу в этом году поэкспериментировать и оставить бассейн зимовать. Был ли у вас такой, друзья, опыт? Расскажите, поделитесь в комментариях. Ну а мне же теперь осталось пересадить цветы, когда они отцветут. Хочу сделать помост возле бассейна из ПНД труб и дерева, но это будет уже в другом видео. Но мое видео подходит к завершению. Надеюсь, было полезно и интересно. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Вам же всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.